Сухонькая старушка в старом, как она сама, пальто стояла возле подъезда на холодном ноябрьском ветру. На голове небрежно сдвинутый на бок цветастый вязаный берет, не прикрывающий седых волос. Пальто застегнуто неправильно, потому что одна половина оказалась длиннее другой. Старушка всматривалась в лица проходящих мимо мужчин и некоторых брала за локоть замерзшими пальцами. «Андрейка, сынок!» Но ни в одном из них не узнавала сына. «Эх, опять на заводе задержали», — вздыхала она. «А ведь я пирожков напекла, с повидлом, как он любит. Остынут, покуда он вернется». «Нина Сергеевна, здравствуй!» Подошла к ней женщина, тоже пожилая, но заметно моложе, лет 15 их, наверное, разделяла. «Валечка, здравствуй! Вот, Андрейку вышла встретить, а, похоже, на заводе задерживают». «Понятно, Ниночка. Пойдем в квартиру. Темно уже. Чем это у тебя пахнет, Нина Сергеевна? Горит что-то». «А, батюшки, сгорели мои пирожки!» — всклипнула старушка. «Чем же я Андрейку угощать буду?» Когда Валя переехала сюда с мужем, Нина Сергеевна уже жила здесь. Жила она с мужем Николаем и сыном Андреем, которого называла Андрейка. Ни разу не слышала Валя, чтобы звали его Андрюшей, только Андрейка. Николай, муж Нины, человек с золотыми руками, можно сказать, деревянного дела гений, но, как многие русские гении, страдал алкоголизмом. Лет 15 было Андрею, когда Николай ушел в мир иной, не без помощи водки, конечно. Все соседи думали, что они сейчас вдохнут с облегчением. Но Андрей дорос до тяжелого подросткового возраста и начал шалить. Начал курить, выпивать, связался с дурной компанией. Кое-как поступил в училище, но нормально не учился, много прогуливал, а потом и вовсе загремел в тюрьму за кражу. Нина оптимизма не растеряла, все ждала его, таскала на свиданки тяжелые сумки, рассказывала, что сын обещает вернуться и жить нормальной жизнью. Андрей вышел и честно пытался вырулить на ровную жизненную дорогу, но, как и отца, губила его тяга к алкоголю. И вот отпраздновал 40-летний юбилей, Андрей отправился вслед за отцом. Нине в тот год исполнилось 68. Она постарела лет на 10 сразу. Жизнь ее потеряла всякий смысл. Внуков ждать неоткуда, сына нет. Года 3 она сидела дома, выходила только в магазин. Если встретит соседок на лавочке, то посидит с ними, поговорит, но никому не заходит сама, к себе не зовет. Прежней оптимистичной Нины Сергеевны уже не было, потух огонек внутри нее. А в последний год стала чудить, выйдет к подъезду и ждет сына с завода. Это его последнее место работы было. Не дождавшись, Нина Сергеевна уходила, вздыхая, что сына оставили в ночную смену. Стала она совсем неряшливой, забывчивой. Иной раз здраво рассуждала Нина Сергеевна, говорила о сыне в прошедшем времени, держала в руках старые фотографии и вздыхала. Но спустя месяц-другой опять выходила встречать его со смены. Вот и сегодня положила старушка сетку на скамейку и, привычно всматриваясь в мужчин, стала ждать. Андрейка потянула за рукав проходящего мимо мужчину, а на нее смотрела пара испуганных глаз. «Сыночек, ты?» «Я», — прохрипел мужчина. «Ой, дождалась. Я вот за горошком и колбасой ходила. Оливье хочу сделать к столу. Вот радость, что ты вернулся. Устал?» «Ага. Ну, пойдем домой». Она ухватилась за рукав пуховика и потянула к дверям. «Чего вздыхаешь?» — хлопотала старушка. «Похудел-то как. Совсем себя не бережешь на заводе своем. Устал?» «Устал. Ну, давай чай попьем. Я тебя постелю и спать ложись сразу». «Ага». Выпили чаю. Нина Сергеевна все говорила и говорила. Рассказала сыну последние новости. Подливала кипяток, угощала сладостями. Мужчина слушал, прихлебывая горячий чай. Смотрел на старушку испуганными глазами, в которых горел маленький огонек надежды. «Ой, заболтала совсем тебя, сынок. Ты же со смены. Устал. Давай-ка ложись спать. В шкафу возьми одежду. Я постирала все». «Хорошо, мама».
прошептал он. Утром проснулась Нина Сергеевна, а сын спит. Как хорошо, что ему не на работу сегодня. Встала, на цыпочках из комнаты вышла, дверь прикрыла и давай колдовать над завтраком для сына. И еле заметно, осторожно занявшись от уголька, загорелся костерок жизни Нины Сергеевны. Прошло 7 дней Нового года. Соседка Валя спешила домой, в дороге все думала, как там Ниночка, как встретила Новый год, ходила ли опять встречать сына, тревожно ей. Поднялась на 2-й этаж, поставила тяжелую сумку прямо на пол и нажала на старый звонок. Послышалось громкое треньканье и шарканье ног. Вале сразу полегчало. Открыла соседка дверь, а ее сразу и не узнать. Платок яркий, сама сияет, какая-то радость от нее исходит. «Валя, здравствуй, заходи, заходи». «Как дела, Нина Сергеевна?» Вместо приветствия спросила женщина. «Хорошо, Валечка, с Андрейкой окна заклеиваем, а то дует со всех щелей». Закашлялась женщина, показалось, будто воздуха мало в квартире. «С кем клеишь?» «С сыном Андрейкой, отпуск у него. Да ты заходи, сейчас чайник поставлю». Соседка медленно расстегнула пальто, стянула сапоги. Да, быстро развивается болезнь. Жалко-то как. Слышит, как будто и впрямь в комнате есть кто-то. А Ниночка-то в кухне посудой звенит. Заглянула осторожно и отпрянула. Там мужик в старой тельняшке Андрея и в его трико. Уж эти ужасные трико она ни почем не забудет. Рамы широкой лентой заклеивает, по старинке, на хозяйственное мыло. «Здрасте», — только и смогла она сказать. «Здравствуйте», — тихо ответил мужчина. Взгляд, как у зверька, то ли испуганный, то ли хитрый, и не поймешь. Господи, да это, наверное, черный риэлтор, осенила женщину. И как только прознали про Нину, да кто же посмел такое устроить? А старушка все хлопочет. «Валя, иди сюда. Андрейка, давай ты с нами, потом доклеим». Вышел мужчина к ним, сидит, весь согнулся под взглядом соседки. Боится, что ли? Видать, не ожидал. Это добавило смелости Вале. «Нина, опусти Андрейку со мной. Сумки у меня тяжелые. Пусть поможет на наш этаж поднять». Вышли в подъезд. Валя к себе поднялась, дверь ключом открыла. Андрейка только хотел было уйти, а она его остановила. «А ну-ка, зайди ко мне». Мужчина послушно зашел, сумку на пол поставил. Из комнаты вышел муж Вали, как и положено, в семейных трусах и майке. «Ой, ты чего не сказала, что не одна?» «Не уходи, Витя, тут с человеком поговорить надо». «А кто это?» «Говорит, что Андрей, сын Нины». «Так он помер. Видать, воскрес». «Ну, рассказывай», — подбоченилась женщина, уж она этого черного риэлтора сейчас на чистую воду выведет. Мужчина постоял немного молча, потом поднял уставшие испуганные глаза. «Вам с самого начала?» «Давай с самого начала», — скомандовала Валя. «Я родился здесь. Отца с матерью лишили родительских прав за пьянку. Я вырос в детдоме, а как время пришло, меня из детдома и выпроводили обратно по месту прописки. Вернулся к ним, а они совсем спились. Оба опухшие, черные, кроме как о водке, ни о чем не думают. В доме? Да какой там дом? В бараке, где они жили. Пол прогнил, потолки покосились. Все грязное, тараканы хозяйничают, пахнет как в сарае. Сперва хотел я от пьянки их лечить, да где уж. Пожил месяц с ними и ушел. Я же учился на слесаря-сантехника. Устроился в ЖЭУ работать. Мне комнату дали. Крохотная, зато своя. Так и жил бы, но кинули меня. Хотел жилье побольше. Мне пообещали помочь, мол, и с кредитом помогут, и квартиру хорошую найдут подешевле. А в итоге обманули, без жилья оставили. Я у друзей жил, но все семейные, неудобно надолго оставаться. На объектах ночевал. Только хозяева сейчас не хотят пускать. В суд подал на тех подонков, но и суд проиграл. Документы я по дурости все подписал. В общем, совсем не знал я, куда податься. Одну ночь в подвале ночевал. Так меня местные избили.
Да еще и документы забрали, телефон. Остался я на улице. Как раз перед Новым годом так плохо мне было. Я веревку нашел возле мусорки, решил повеситься. Шел и искал подвал открытый. Или думал ночи дождаться, на дереве вздернуться. Но кому я нужен? А тут она. У мужчины на глазах блеснули слезы. Не знаю, как вышло, но она меня сыном назвала и к себе увела. Я не помню, чтобы родная мать меня сыночком звала, а чтобы ради меня завтрак кто-то готовил, того вообще никогда в помине не было. Всю жизнь я как сорняк, сам по себе живу, а тут она, мама, я ее по-другому звать-то не могу. Знаю, что плохо поступаю, но ничего поделать не могу. Каждый раз говорю себе: все, завтра я уйду. А проснусь, она мне чаю нальет, по голове погладит, маслом хлеб намажет. У меня сил нет уйти. А она: сынок, сыночек, как хорошо, что ты дома. Меня так никто никогда не ждал и не любил. Вот и вся история. Валя с мужем переглянулись, а мужчина продолжил. Вы меня в полицию не сдавайте. Я не вор, не обманщик. Обещаю, скоро уйду. Скажу, что в командировку отправляют. Мама просит, чтобы я ее в поликлинику отвел после праздников. Вот свожу, а потом уйду. Тяжело ей самой ходить, да и вдруг дорогу забудет. Ты пока оставайся с ней. Я гляжу, а жила она, и мне не так тревожно. Но гляди, я здесь давно живу, участкового знаю. Ежели что, сразу ему позвоню, и он тебя вмиг выкинет. И заходить я к вам буду постоянно. Смотри, если что замечу, погрозила она пальцем. Нет, я не вор, не обманщик, повторил мужчина. Тебе лет-то сколько? 30. Молодой совсем. А чего не женатый? Работал много. Особо некогда было с девушками гулять. Девчонки ведь не хотят по углам ютиться. Вот думал, куплю побольше квартиру, вот хоть однокомнатную в хрущевке, да начну жену искать. Но вон как вышло. Понятно. Кончилась зима, а мужчина так и жил с Ниной Сергеевной. Водил ее в поликлинику, ходил за продуктами, мыл в квартире полы, вручную стирал белье. После майских праздников он встретился с Валей возле подъезда. «Андрей, ты говорил, что на сантехника учился? У нас в доме сантехник уволился. Он наш и еще 2 дома обслуживал. Зарплата маленькая, да шабашки, говорят, есть. Жильцы часто просят то смеситель поменять, то унитаз. Пойдешь?» «Пойду. Только...» Он перешел на шепот. «У меня документов нет». «Свои имя, фамилию помнишь?» «Конечно. Я с зятем поговорю. Он в таких вещах разбирается. Если надо, в долг денег дам, зарплаты отдашь». «Спасибо вам». «И тебе спасибо, сынок. Не верила я тебе, но вижу, честный ты человек. И вижу, как о Ниночке заботишься. Она разговаривает с нами, соседями, начала, смеется, а после смерти сына, как ходячий мертвяк, ходила. И поправилась маленько. Не мне судить, но, кажется, в поговорке «горькая правда лучше сладкой лжи» есть исключение. Уж лучше пусть Нина счастливой будет. И так радости в жизни не видела, хоть сейчас поживет. Да, и я с ней счастлив, но работать хочу, руки чешутся, и стыдно на ее шее сидеть. Конечно, да у тебя, сынок, жизнь только началась. Молодой ты еще, все успеешь. А за Ниночку спасибо. Душа радуется, глядя на нее. В мае Нина Сергеевна спросила за завтраком. «Сынок, ты работаешь сегодня?» «До обеда. Потом дел нет. Давай на кладбище съездим, отца проведаем, а то родительское уже прошло, а мы так и не были». После обеда они стояли возле старой некрашенной ограды. Мужчина привез с собой инструменты и щеткой чистил прутья, повыдергивал траву с холмика, протер тряпкой надгробие, соорудил ей из куртки валик и усадил на него Нину Сергеевну. «Хороший все-таки у тебя папка был», — начала она. «Ага. Жалко, что пил. Если бы не этот змей проклятый, жили бы хорошо.
Помнишь, какие красивые вещи он делал, какие двери резные поставил? Помню. Эх, все водка проклятая. Ты обещай, Андрейка, не пить никогда. Обещаю, мам, я же и не пью. Ты у меня молодец. Она протянула к нему руку, он помог встать. А пойдем к сыну моему на могилку сходим, тут рядом. Мужчина замер, а она уже тихонько пошла вперед. Он быстро поднял с земли куртку, сумку с инструментами и пошел за Ниной. Дошли до еще одной могилы. Старушка оперлась на ограду, всматривалась в фотографию на надгробии. Потом повернулась к мужчине. «Тебя как звать-то, сынок?» «Сергей», – прошептал он. «Сергей, почти как Андрей». Мужчина молча смотрел на нее, только слегка подрагивал подбородок, выдавая волнение. «Уж прости, но я тебя буду звать Андрейкой. Ты не смотри на меня так. Думаешь, бабка совсем ума лишилась? Нет, милый, я все понимаю. И что не сын ты мой знаю. У меня же записи есть, фотографии, и свидетельство о смерти в комоде лежит. Но смотрю я на тебя, а вижу сына своего. Ты только не бросай меня, Андрейка!» Заплакала она. «Умру я одна». Мужчина обнял ее, сам не сдерживая слез. «Не брошу, мама, не брошу. У меня ведь тоже никого нет. Один я в целом мире, один. Вот только с тобой и узнал, что такое материнская любовь. Бедный мой мальчик, и тебя жизнь потрепала. Но ничего, все образуется. Мам, а ты когда поняла, что я не твой сын?» «Не знаю. Я ведь и дни путаю, и людей. Как-то утром проснулась, смотрю, ты спишь на диване, в Андреевском трико. Я сперва испугалась, а потом думаю, чего мне терять? Жизнь, считай, кончилась. Ради кого мне жить? А так хоть заботиться есть о ком. И ты рядом, заботишься обо мне. Я уж и сама не понимаю, где я тебя вижу, где Андрейку. Да мне и все равно. Я вот думаю, что Коля и Андрей там на небе стали ангелами, сжалились надо мной и прислали тебя. Хоть свой век доживу счастливой. Только ты не уходи, сынок». «Не уйду, мама, не уйду. Мне некуда идти, и ближе тебя нет никого». «Ох, сынок, сколько горя на земле!» Почистил Сергей могилку Андрея, прикинул, когда приехать покрасить обе ограды, да повел мать на остановку. Спокойно на душе стало, открылся и не чувствует себя обманщиком теперь. А то, что она его чужим именем зовет, неважно. Она ведь тоже не мать ему, а по сердцу ближе, чем родная, от которой он добра не видел. На следующее утро дождалась Нина Сергеевна, когда уйдет сын на работу, и поднялась на 3-й этаж, к Вале. «Валя, ты умная, мне помощь твоя нужна». «Говори, Ниночка, про сына своего я все знаю». Она замолчала, глядя бесцветными глазами на соседку, а как убедилась, что Валя поняла ее, продолжила. «Хочу я ему свою квартиру оставить. Помоги завещание составить». «Ниночка, ты хорошо подумала?» «Конечно, ближе Андрейки нет у меня никого, и у него, окромя меня, никого. А помру я, куда он пойдет?» «И то верно. Я завещание составлю, ты мне только помоги, а умру, сама отдашь». «Хорошо, я спрошу у зятя, он все знает». «Спасибо, Валечка. Знаешь, я такой счастливой с тех пор, как Андрейка родился, не была. Какой сынок у меня вырос, да? Какой у меня Андрейка замечательный». «Хороший сынок, Нина Сергеевна, хороший», — ответила Валя. «Не поймешь Нину, где понимает она, что к чему, где нет. Но в одном права. Сейчас она счастлива». Через несколько лет, на 76-м году жизни, тихо во сне ушла Нина Сергеевна в иной мир. Ушла к своим близким и родным. Ушла счастливой, с улыбкой на тонких губах, как будто просто заснула. Через год Сергей женился и стал отцом чудесной девочки Нины, Нины Сергеевны. Каждый год он ходит на кладбище и ухаживает за 3 могилами, и каждый раз благодарит незнакомого ему Андрея за то, что подарил ему мать.
На могиле Нины Сергеевны гравировка «Самой лучшей маме от твоих сыновей». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.